Спасибо большое за поздравления. На самом деле очень рада выиграть. Ой, мне кажется, это для всех долгожданное событие. Вот, надеюсь, что дальше будет больше, потому что, я знаю, что я сделала, опять же, 20% от того, что могу в лучшем случае. Хочется, конечно, больше показывать все, что умеем. Вот. Раз есть уже такое давно. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, sure. I'm pretty happy. I'm pretty happy that I won, and I'm looking forward. I'm looking forward to next fight and next fights and more victories. I just can say that maybe, like you're saying, it was a close fight, but at the same time, I think I just used around like 20% of all my skills, power, and techniques, so I can show you more, guys. В моем случае это, наверное, именно тот знак, что я сделала все правильно, потому что я уже была ушла из вышла из спорта, в принципе, подумала, наверное, не моё, я не выдержала даже hydration тест, то есть я понимала, что я выигрываю эти мелкие битвы, а для меня hydration тест это просто подобно смерти, и выходя на бой, мне уже ничего не хотелось, как говорится. И я думала, что все уже, надо заканчивать уже. У меня все есть, у меня есть любимая работа, у меня есть в моей стране огромное уважение и популярность, заработки, да, мой ребенок, моя семья. Говорится, чё ты бьешься за закрытые двери? А потом месяц назад, вот, когда он чемпионшип предложил мне все-таки продлить контракт, у меня не было ни клуба, как я уже говорила, ни партнеров по команде, никого не было. Но у меня было хорошее настроение, сказала, надо попробовать. У меня еще был человек, который мне поддержал, сказал, у тебя все получится. Ты вот попробуй, вот ты докажешь самой себе, что все не зря, все получится. Yeah, like this victory means quite a lot to me. And like in my previous fights, there were several losses. And like honestly, I was thinking about retiring from sports in general, because now in my life, I've got pretty much everything what I need, pretty much everything to make me happy. I have different jobs, I have my family, I have my kids. So it's like I was feeling pretty good about leaving sports. But at the same time, one championship contacted me 1 month ago, and I was like thinking, oh yeah, sure, like why not to give it one more chance? And like I didn't have a good training camp, I didn't have partners to train with, I didn't have like proper equipment and gym, but at the same time, I'm pretty happy that I came back. At the same time, I'm pretty happy that I won. Но, безусловно, я знала, что она будет биться до конца, я знала, что как она готовится, как ее поддерживает ее большая команда, вот. Но в то же время я знала, что это все до первого пропущенного удара, как говорится, поэтому все под контролем, все нормально. Yeah, like she's pretty good fighter, and her team is great. Like she was getting ready for the fight with me. She was getting ready. She was training well. But at the same time, I knew that she makes mistakes when she goes all out, when she moves forward really fast, and she makes a lot of mistakes. And I knew, like, if her defense is not that good, I can just get a victory. I can win. Награды всегда значимы, потому что они не позволяют делать стажа-пойма. Очкала надо никак уже потом не сходится, как говорится. Поэтому для меня будет это важно. Of course, it was important. But like in every fight, knockdowns are important. When it comes to like judges' scorecard, if there is knockdown, there are really high chances the fighter is gonna win. So yeah, sure, of course, it was important. Мы видели это уже неоднократно. Все бады, все рано или поздно проигрывают, поэтому мы все-таки всегда ориентируются на том, что происходит в бою. Бывает такое, что даже соперник вроде слабее тебя, вроде не такой техничный, но настолько неудобно, настолько корявый, что ты не можешь ничего не сделать. А бывает наоборот, настолько сильный, но так хорошо попадается на твою коронку, например, правый прямой, там еще что-нибудь. Поэтому все сходится в твою пользу. Все всегда непредсказуемо, это спорт. Это все как в жизни, ты только расслабился, все, получил форты. Yeah, sure. There was a lot of hype about Martina before the fight, but at the same time, like we don't need to forget it's martial arts, and hype doesn't really matter. The fight matters because like fights can go in a random direction. They can go to any direction. And like sometimes when you have maybe not the strongest a fighter, but at the same time some opponents can be really awkward to fight with, and like they end up winning. And sometimes they're like really strong opponent, but at the same time they have hole in their defense, and you will right straight, goes right to the target, then they just fall down. So yeah, like about the hype,
it doesn't really, in my opinion, it doesn't really matter. Fight matters. Everything what happens during the fight matters. В принципе, никакого такого прям переломного момента не было. Мне кажется, просто изначально, когда я выходила на бой, были люди, которые мне напомнили на моей силе, и что я все-таки следует применить. И я понимала, что она понесется, что она будет пытаться, как все свои бои, выиграть, просто снести соперника. И мое дело спокойно просто попадать. Не хватится выиграть драку в эту суету. Просто было, один-два удара попало, все хорошо, спокойно, вот так вот контролировать процент. В принципе, так все и получилось. Like, I cannot say that there was like some particular moment what changed the fight or what like some particular key to my victory. I just was doing everything according to plan. Like I was using my skills, I was using my power, I was using my strength and technique. And with Martina, she's really powerful and she's like she goes forward, she goes all out. But at the same time, that's her weakness. Like she has holes in her defense, and I knew that if I just don't scramble, if I do everything right, everything technical, everything's gonna be alright. Мне важно расти, честно. Хочется все-таки себя еще больше проявлять в бою, свою технику, свою силу, потому что все-таки то, что происходит на тренировках, и то, что происходит в бою, это две разные вещи. То есть, если я буду хотя бы на 50, на 60% проявлять себя также в бою, то есть мне вообще не будет равных, и я к этому иду, стремлюсь, и дай бог, что мои мозги потянутся окончательно, я смогу сделать. Тогда мне вообще без разницы, в принципе, с кем боксировать. Я скажу, у меня столько было соперников, титулованных, те же чемпионки UFC, да, и так далее. Когда мне было хорошее настроение, было все равно, кто против меня просто выигрывал, и все. А кто был реванча Супербел? Что по поводу реванча, если зритель захочет, то, наверное, он будет. Для меня, конечно, важно идти дальше. Я понимаю, что я ее выиграла в свое время. Мне хочется сделать дальше новых людей, выигрывать. Я, в принципе, не буду все старым. Говорится, мне нравится разнообразие жизни. Вот. Посмотрим, как решат. One Championship, как решат. Организаторы будем уже видеть. As for my future, I just want to grow. I just want to keep training. I want to show really good skills and everything. Like I want to grow as a fighter. And it's really important to train well. It's really important to have a good training camp so you can show yourself great and fight. As for my future fights about my opponents, like I don't actually care. Like I'm looking forward to new people. I'm looking forward to new faces, new skill sets, what I can face. And when it comes to rematch with Supergirl, like in my mind, I said a lot of times before, I think I won. My trainers are thinking that I want to. My fans are thinking that I want to. But at the same time, like if our fans, if One Championship fans want to see me with Supergirl, sure, we can show this fight too. Это так все на самом деле сложно ответить, потому что пока с человеком ты не станешь пару, ты ничего не поймешь. Вот так-то то, что я вижу, да, у меня есть вся техника, у меня есть вся сила, как говорится, и если я сейчас разберусь немножко со своей командой, с тем, с кем готовиться, то я думаю, тут вообще нет ничего нереального. В жизни нет ничего нереального, главное, как к этому прийти вовремя. И даже у нас, девушек, важно стать с той ноги, потому что бывает даже такой день, потому что не то пошло. Это мы женщины такие, да, у нас сегодня одно, завтра второе, это нормально. Поэтому если с той ноги встать, все будет хорошо. Like as I said before, hype or thoughts before the fight, they don't matter much because it's really difficult to say. It's really difficult to say something before the fight because the fight can go in random directions. The fight can go crazy. So, like as for now, I can say that I have all the skill set. My technique is great. My power is great. The only one thing where I could improve is my team. It's my training camp, And it's really important to find the right people for me to train with. In this case, I can get 100%. I can get all the skills. I can get all the things I need. Я вообще тренируюсь сейчас в юбочном клубе, но у меня есть Игорь тренер по лапам, который там уже ко мне приходит, микс-район. Что пока что, к сожалению, конкретного места у меня нет.
У нас реально проблема с этим в стране, что у нас практически не осталось клубов, куда ты можешь прийти, будет женский коллектив, с которым ты можешь стоять парами. Либо есть мужчины, которые там за 85 килограммов, которые тоже были совсем как-то хорошо. Да, в моем случае хорошо было бы поехать тут в Таиланд, да, тренироваться, но опять же у меня проблема, у меня ребенок, у меня моя любимая работа, которую я не хочу оставлять, и вот в этом немножко проблема. Ну, сейчас будем рассматривать варианты, как говорится, собирать после всякого с разных клубов людей, чтобы они ко мне приезжали. Like about the gyms, in general, the situation in Belarus now, when it comes to Muay Thai, is not great. It's really difficult to find right training partners. It's really difficult to find, let's say for me, it's really difficult to find girls to train with. It's really difficult to find trainers, Like ideally, I would come to Thailand, I would train here, but at the same time, like I have a job that I love, I have my kid. So it's really difficult for me to make this type of move. And, I just want to say that in the near future, me and my team, like, at first, I'm going to need a team. At second, we're going to try our best to find the right people to train in Belarus, to do the right training camp. And about the gym, we're going to see. Ну, здорово победить такой праздник, и, кажется, и лишний раз подчеркнуть, что наши девушки-бойцы настоящие женщины, и вот они могут все на самом деле. И одновременно очень много предрассудков насчет женщин-бойцов. Хочется сказать, что все как обычные девушки, мы даже успеваем. А вот мужчины почему-то так не могут. Они обычно либо тренируются, либо все, как больше ничем не занимаются. У нас мы детей рожаем, мы готовим, и работаем, и все хорошо. Поэтому женщины, конечно, уникальные существа. Хочется их поздравить с этим праздником, пожелать им огромного-огромного счастья, чтобы они жили ту жизнь, о которой они мечтают. Like in general, victory feels great, but at the same time, victory during the international Women's Day, it feels amazing, and I feel great. And like there are so many stereotypes, especially from male population. There are a lot of stereotypes about female fighters, because when it comes to guys, when it comes to boys, they usually just train. They train really hard, but at the same time, they don't do anything else. But when it comes to us, when it comes to female fighters, can you imagine? We do so many things. Like, of course, we train, of course, we fight, but at the same time, we have our families, we need to cook food, we need to grow kids, and like we're multitasking quite a lot. So it's like, I'm happy to win during the International Women's Day, and I think it proves that we can do everything. Female fighters are great, female fighters can do everything. Да, честно сказать, хотелось бы поблагодарить тех, кто за меня болеет. Это просто невероятные люди, и я иногда думаю, боже мой, что я просыпалась там в 5 утра, смотрела какие-то бои никогда в жизни, хотя я сама боец. Вот, поэтому спасибо вам большое, что они за меня переживают, болеют, отстаивают меня во многих группах. Вот, мне, честно, только ради вас иногда хочется продолжать, сколько раз вставали за меня, кричали на арене, это невероятные чувства. И благодаря вам только вот мы, бойцы, как бы существуем и растем дальше. I just want to say thank you to all my fans, and I just want to say thank you for all the support, for all the attention, and because now I have a lot of fans, and now it's 5 a.m. where I'm from, and people are watching the fight, people are supporting me, people like messaging me, they protect my honor on different internet forums, like they create the hype. So I just want to say thank you. It's all for you guys. It's all for you.